Друзья, всем привет! С вами снова Андрей, и вы на канале Rustories, где мы продолжаем изучать русский язык по коротким рассказам. И сегодня рассказ от лица человека, который всю жизнь мечтал научиться играть на барабанах. Итак, поехали! Думаю, многие из вас задумывались о том, как же круто научиться играть на музыкальном инструменте. Кто-то мечтал о гитаре, кто-то о пианино, а есть те, кто хотел походить на Бадди Ричи и научиться игре на барабанах. Вот я такой. Я с детства хотел стать барабанщиком. Каждый раз, когда видел какой-нибудь музыкальный клип, начинал размахивать ложками, вилками и стучать по столу. Но это был мой предел. Предел того, чему можно научиться без преподавателя и без ударной установки. В музыкальную школу меня не брали, а профессиональные барабаны мои родители отказались покупать категорически. Так, постепенно я пришел к выводу, что барабаны останутся моей детской мечтой, и не более. А недавно я познакомился с настоящим барабанщиком. На самом деле он сантехник и приходил ко мне домой чистить забившуюся раковину. Но оказалось, что в свободное время этот парень настоящий музыкант и играет в рок-группе. Я рассказал ему про свою детскую мечту, и он ответил, что учиться играть на барабанах можно и без барабанов. Я решил, что это шутка, и не поверил, но сантехник настаивал. Он говорил: тебе нужно сделать имитацию барабанов. Представь, что твои ладони – это палочки, твоя правая нога – это хей-хет, левая нога – малый барабан. Чтобы имитировать бас-бочку, делай движение правой ступней, будто нажимаешь на педаль. Если будет хорошо получаться, продолжил он, и захочется большего, можешь купить барабанные палочки и тренировочный пэд. Продаются они во всех музыкальных магазинах. Ориентировочная цена палочки 700 рублей, а пэд 1500 рублей. Я заплатил музыканту-сантехнику за отремонтированную раковину вдвое больше, чем обычно, и побежал в музыкальный магазин. Потом я начал отрабатывать удары. Существует множество различных ударов и техник. Посмотрите фильм Джо Мейджор «Оружие современного барабанщика». Я этот фильм смотрел миллион раз и занимался по нему каждый день. Через 3 месяца я увидел объявление. Музыкальная школа предлагала курс игры на барабанах с гарантированным результатом. Всего за 6 уроков мы научим вас играть с рок-группой. Выпускники примут участие в заключительном концерте в клубе. Я, конечно же, записался на эти курсы. Первые уроки
были мне знакомы, ведь я уже долго тренировался сам. Я ждал с нетерпением, когда же мы начнем играть вместе с гитаристами. Наконец, этот день наступил. Я захожу в комнату, а там сидят двое – гитарист и его друг. Они играют и поют свои песни. Я говорю, что пришел на урок. Они мне отвечают: садись и покажи, что умеешь. Я показал и сам аж покраснел. Понял, что ничего не умею. Гитарист сказал, что так мы не сможем сыграть песню. Давай упрощать. И они упростили весь бой до 2 ударов. Малый и хай-хет. Бочка и хай-хет. По очереди. Сыграли песню, и я сбился всего 4 раза. Я подумал, что такой бой может сыграть любой человек, вошедший с улицы за 15 минут обучения. Я также подумал, зачем я занимался 3 месяца, если на концерте придется играть с таким примитивным боем. Гитарист с другом вели себя как пьяные студенты, просто веселились и пели. Это было весело, но ощущение было, что я не на обучении, а на пьяной вечеринке. Люди просто развлекаются, а я сижу, краснею и пытаюсь подыгрывать. Потом я немного успокоился, что на концерт мне придется выходить с 2 ударами. Я понял, что за гитарой почти не слышно косяков в барабанах. Но все же это школа, и мне должны были помочь научиться играть. Я же за это заплатил. Конкретно на этом занятии я этого не почувствовал. Урок прошел очень быстро, так, что я даже не успел заметить. Мы проиграли 2 раза мою композицию вместе с гитаристами. Дома я еще денек потренировался на табуретках. На следующий день уже надо было выступать в клубе. Я пригласил всех своих друзей. Момент был очень волнительный. Я знал, что я пока не настоящий барабанщик, что я не всегда успеваю попадать в ритм. И вообще многому еще предстоит научиться. Я сильно нервничал, а потом вдруг заметил, что стою в толпе танцующих людей, которые слушают музыку и наслаждаются приятным концертным вечером. Все, кто пришли, просто тусят, и если вдруг барабанщик не попадает в такт, никого это не волнует. Музыка создавалась несколькими преподавателями, профессиональными музыкантами, которые играли на гитарах. Было так громко и так весело, что казалось, что так и должно быть. Поэтому я перестал переживать. А еще пришло понимание, что к этому моменту я шел несколько месяцев. Пора наслаждаться и получать удовольствие. Я орал свою любимую песню, барабанил как умел и радовался, что смог все-таки это сделать.
Песня закончилась, отзвучали последние биты. Возникло чувство «я молодец». Прошло буквально 5 минут. 5 минут славы, которую я запомню надолго. Я все смотрел на публику. Люди улыбались. Поняв, что дело сделано, я продолжил слушать песни и танцевать в компании друзей. Стресс постепенно уходил, и даже удалось расслабиться. Сейчас, вспоминая все эти месяцы, могу с уверенностью сказать, что это были хорошие моменты. Желаю, чтобы каждый в жизни смог испытать что-то подобное. Ведь эмоции – это самое главное, ради чего мы живем. Друзья, вот такие впечатления начинающего барабанщика. А у меня на этом все. Спасибо, что смотрели это видео. Огромной вам удачи и пока!